Перед вами матери, божественные матери, матери-богини. Слово «мать». Мать Родина, Мать Вселенная, Мать Мироздания. Матери-богини, которые матери богов и людей. Матери знаний. Мы называем их матерью, поскольку они есть те, которые рождают, берегут, дают, даруют. Это все материнское начало. Есть ли на земле сильнее инстинкта матери? Наверное, нет. Каждая ли женщина может стать матерью? Нет. Воспроизвести ребенка, да. Матерью нет. Инстинкт материнства, он настолько развит у зверей, что они ради своего детеныша могут разорвать в клочья любого, кто подойдет к ним. Это единственный инстинкт, который сильнее любви к самой себе. Женщина во имя ребенка рискует своей жизнью. Женщина во имя ребенка идет на все. Когда во время родов пытались облегчить мою боль и предлагали мне вколоть определенное обезболивающее, я спросила, а это никак не навредит моему ребенку? Мне сказали, что особого вреда не нанесет, но может немножко дыхание его усложнить, но это не страшно, он скоро родится. И я сказала, тогда не надо, я потерплю эту боль. Я боюсь, а вдруг с ним что-то случится. Это и есть материнский инстинкт, когда женщина ценой боли рождает в этот мир ребенка. Она идет на это несколько раз. Она знает прекрасно, что ей придется пройти. Она знает, что она может умереть во время родов. Потому что такой риск тоже существует. В средние века женщина беременная считалась уже практически ни живой, ни мертвой. К ее смерти готовились, потому что тогда медицина была не на высоте, и практически 40% рожениц умирали. И дети в том числе, потому что кесарево сечение не везде практиковалось, да и в средние века очень редкие врачи могли такое сделать. Бывали случаи, когда ради спасения ребенка разрезали живот уже мертвой или матери в агонии и вытаскивали ребенка. Это очень редкие случаи, потому что не было такого обезболивающего, чтобы можно было смягчить вот этот болевой синдром. Естественно, женщина от болевого шока сходила с ума или умирала. Послеродовая депрессия считается самой сильной, когда женщина бывает вне себя. Очень многие преступления с женщинами творятся именно после родов. У них в коре головного мозга происходят какие-то страшные изменения, и нужно время, чтобы она пришла в себя. Ребенок дается вообще женщине с великим трудом. Достойной женщине, как ни странно. Женщине, которая безалаберно относится к своим материнским обязанностям, почему-то им даются дети намного легче и больше. Часто возмущаемся несправедливостью, говоря о том, вот там всякие пьющие рождают друг за другом, как кролики, а нормальная женщина должна 10-15 лет лечиться, а то и вообще не может родить. Дорогие друзья, у нормальной женщины есть внутренний запрет и страх.
А вдруг я не смогу стать матерью? А вдруг я не оправдаю ожидания моего ребенка? А вдруг я не готова еще к материнству? Когда я ждала ребенка, у меня было тысячи страхов. А вдруг завтра так получится, что у меня не будет денег, чем я буду его кормить? А вдруг у меня что-то такое случится? А вдруг он родится больной? У меня было миллион страхов. У нормальной женщины очень много страхов, сомнений. Она все время думает, готова ли она к материнству. Это блокирует ее материнство. А женщина, которой абсолютно все равно, будет этот ребенок сытый, одетый, обутый, у нее расслаблена вот эта часть мозга, которая отвечает за материнский инстинкт, понимаете? И не блокирует организм. Все идет от подсознания. Подсознание боится родить ребенка, боится женщина стать матерью, есть у нее сомнения, справится ли. Поэтому подсознание дает сигнал организму, телу женщины, запрещает ей стать матерью, закрывает. Она не может родить. Вы знаете, сколько женщины, отчаявшись родить ребенка, брали детей из детского дома с малых лет, воспитывали, через некоторое время у них рождался свой ребенок. Организм расслаблялся, привыкал быть матерью. Многие женщины не задумываются над этим, почему у них так происходит. А я знаю много случаев, когда супруги не смогли никак родить своего ребенка, решили все-таки усыновить. Через лет 10-15 брака. Не хотели они расставаться, вот любили друг друга. И как только усыновили ребенка, через пару лет у них рождается свой ребенок, а иногда и быстрее. Потому что организм привыкает быть матерью. Тело привыкает, подсознание привыкает, расслабляется, отпускает. Она уже не боится, она справилась, она стала матерью. Значит, она может родить. Все, подсознание дает сигнал организму. Разрешаю. Может, это звучит так, знаете, как-то легко и просто, но в природе все просто. И все объясняется логически. Сомнения отпали, подсознание разрешило материнство, тело подчинилось и родило ребенка. Мы обязаны своим родителям своим рождением, мы обязаны своей внешностью им. Мы чаще всего похожи на своих родных. Очень редко бывает, что ребенок не похож абсолютно ни на кого из своего рода. Но вы знаете, мы не можем весь свой род знать. Он может быть не похож на нас, может быть похож на нашего деда, прадеда. Мой сын – копия мой дед. И чем старше он становится, тем более он на него похож. Он просто копия моего деда. Его портрет. Удивительно очень, если честно. В детстве был ребенок абсолютно светлый, как подсолнух. Светлый такой, блондинистый. Потом постепенно начал темнеть. Сейчас он просто копия моего деда. И рассуждения философские, как у него были. Просто в отличие от моего деда, он образованный. У него больше возможностей это развивать. У моего деда этих возможностей не было. Он был старший брат и должен был кормить осиротевших своих братьев и сестер, помогать матери. Но и лицом, и стремлениями, и знаниями, и вообще интеллектом он очень похож на него. Мы думали на моего отца в детстве, напоминал его. Такой же был, круглый, толстый. Но потом, чем дальше, мы поняли, что он похож на нашего деда. Видите, повторение. Не зря говорят, мы живем в наших детях, а наши родители живут в нас. Хотим мы этого или не хотим, дорогие друзья, но рано или поздно мы становимся похожи на своих родителей. Выбирая женщину, посмотри на ее мать. Рано или поздно она будет как мать. В большинстве своем. В очень редких случаях, когда мы, скажем так, не повторяем своих родителей. Мы похожи на них, но мы по-своему развиваемся, понимаете? У нас свои стремления. Мы берем вот эту вот почву, вот эту глину,
и лепим из этой глины, из своей генетики, из всего того, что нам дается, свою судьбу, себя. Мы повторение их, но уже немножко по-другому. То, что нам не нравится, нашим детям со временем тоже не будет нравиться, потому что мы генетически с ними связаны. Если сноха вам изначально не понравилась, через некоторое время пройдет, может быть, несколько лет, и ваш сын скажет: мама, ты была права, она действительно не тот человек. Придет это время, потому что у вас генетика одинаковая и предпочтения одинаковые, как бы вы ни хотели. Многие говорят: я не такой, как мой отец, я не буду таким, как была моя мать, да. Но время показывает, что они становятся именно такими. Вы знаете, дорогие друзья, нам с детства говорят, что мы обязаны своим родителям. Это правда, мы обязаны им своей жизнью. Если у нас были заботливые родители, нам повезло. Если у нас были хладнокровные родители, нам повезло еще больше. Знаете почему? Потому что когда родители холодно относятся, когда родители слишком строги к тебе, то ты более самостоятельный человек. Ребенок, который был обласкан, он не может пройти жизненные трудности так, как ребенок, который был воспитан в строгости. Есть и плюсы, и минусы. Нужно все в меру. Чрезмерное подавление личности ребенка, унижение, сравнивание его с другими. Вот Вася-то, видишь, какой хороший, а вот ты такой дурачок. Чрезмерное принижение этого ребенка приведет к тому, что ребенок вырастет закомплексованным. Чрезмерное возвышение его плюсов, его положительных сторон приведет к тому, что он будет расслабленный и привыкший вечно к похвале. То есть он будет не готов к взрослой жизни. Тут действия кнута и пряника как раз очень важны. Но чрезмерно нельзя переусердствовать ни в одну, ни во вторую сторону. Из крайности в крайность кидаться неправильно. Твой ребенок должен видеть в тебе друга. Если помните, в моей лекции «Воспитать человека» я об этом говорю. Он должен видеть друга, он должен знать, что ты рядом, даже если он сделал ошибку. Даже если весь мир против него, ты его не оставишь. И вот тогда у вас будет близкие отношения, потому что часто родители, которые удивляются преступлениям своих детей и утверждают, что он не мог этого сделать, я им искренне верю, что они об этом не знали. Но это не говорит о том, что их ребенок на это не был способен. У детей иногда бывает двойная жизнь. Многие те, которые сидят в интернете, оскорбляют вас, пишут гадости. И многие те, которые в форумах под разными никами шастают и пишут всем подряд все, что возможно, у очень многих семья даже понятия не имеет, что кто-то из их семьи вот такую двойную жизнь ведет. И если когда-нибудь это раскрывается, они очень удивляются, что их дочь сидела в интернете, писала такие гадости людям, такие грязные вещи делала, такие подлости. Они удивляются, потому что они не знают эту сторону своего ребенка. Они и думать не могли. А ребенок свою злобу, свою необласканность, свою ненужность семье вымещает на абсолютно незнакомых, невиноватых людях. Заходит и просто, например, может человеку в форуме написать: да, ты уродка, или ты такая-сякая. Просто обижая людей, получает наслаждение, то есть срывается, то есть как бы отыгрывается на людях, тем самым успокаивается, если у него в жизни нет любви, если у него агрессия в семье. Это говорит о том, что не все мы можем до конца понять своих детей. И нас наши родители до конца понять не могут. Я знаю, что я в 1000 раз опытнее своей матери в жизненных ситуациях. Потому что ей не пришлось жить в наше время в молодости. Она живет уже свои более взрослые, да,
года, когда уже она формировалась как личность. А мое формирование как личности проходило в 90-е наши бандитские голодные, в 2000-е там всяких войн и конфликтов, которые происходили вокруг, и была не самая лучшая жизнь. Да и сейчас в этих условиях, можно сказать, войны и постоянных, знаете, выживания постоянного. Ей это не приходилось пройти. Она ребенок Советского Союза, когда все были хорошие, дружные, они все ходили в школу, все одевали одинаковую форму, все были счастливы, сыты и так далее. Росла она в семье учителей, как и я. То есть у нее более светлое было детство, и она об этом говорит, что мое детство было намного лучше, чем у моих детей. А нам пришлось всем нам, поколением 90-х, повзрослеть раньше времени, потому что наши родители месяцами не получали зарплаты, потому что постоянно какой-то Гельмут Коль приезжал в нашу страну, чтобы нам привезти какие-то копейки, мы все радовались. Потому что наш пьяный президент плясал там и играл на ложках, и мы это все смотрели, и нам казалось, что вот это мракобесие никогда не закончится. Мы выросли, когда были конфликты, войны, все что угодно, ничего хорошего. Нам приходилось себя подготавливать к взрослой жизни. Мы в студенческом общежитии ели вот эти бич-пакеты, были счастливы, что хотя бы это можем найти и съесть. Мы пытались не беспокоить своих родителей, не брать у них денег, потому что зарплаты не было. Люди как-нибудь перебивались. Очень много было трудностей. Мы повзрослели раньше времени. Мы ожесточились раньше времени. Мы не настолько чувствительные, как наши родители. Мы не писали любовные письма. У нас были СМС и телефоны. Мы другое поколение. Наши дети более развиты, чем мы с вами. Но дело в том, что в любом случае, как бы там ни было, у нас связь поколений держится. Мы повторяем своих предков как генетически, как физиологически, так и интеллектуально похожи на них. Но кроме всего прочего, дорогие друзья, есть другой аспект. Например, чувство вины перед родителями. Многие родители манипулируют детьми. Не все рождают детей, чтобы любить и дать им тепло. Многие рождают ребенка как, знаете, как кассу. Вот я вложила туда, а ты мне отдавай. В средние века ребенок считался вообще собственностью родителей. Ребенок был никем. До того момента, пока этот ребенок сам не рождал своего ребенка, этот ребенок не был личностью. Дочерей отдавали замуж за кого хотели, из-за стариков, из-за кого угодно. Сыновья были обязаны слушаться родителей до последнего. У них не было своего права слова. Снохи были вообще никто в этой семье. Они были как прислуга и родильный аппарат. Для детей не было одежды. Эти фильмы, которые вы смотрите, это все на самом деле выдумка режиссеров. Детской одежды не было. Дети донашивали одежду взрослых. Им укорачивали, зашивали, причем зашивали так, чтобы следующий ребенок, который родится, тоже донашивал эту одежду. То есть ребенок не рассматривался как таковой, как член семьи. Он был собственностью семьи. Это была рабочая сила. Если ребенок был недоразвит или умственно отсталый, или чем-то больной, то он до конца жизни был прислугой в семье. До конца. Он не создавал своей семьи, он жил в семье брата, как правило, женщина это была или мужчина. Прислуживал всем домочадцам, не имел никаких прав абсолютно, никаких предпочтений. Он был на уровне раба, можно сказать, в этой семье. Женщина всецело зависела от мужа. У нее был дом мужа и дом отца. У нее своего имущества не было, поэтому женщина терпела самые гнусные издевательства мужа, если он был недочеловек, потому что ей идти было некуда, тем более с детьми. Да и сейчас есть такое положение вещей. Женщина вообще была бесправное существо. В Америке голосовать женщинам разрешили только в начале 20 века. До этого женские голоса не считались вообще нужными.
в политике. В исламских странах вообще женщина находилась ниже нижнего, и до сих пор во многих странах так. Она считается предметом торга, соединяет семьи и прочее, прочее. О чем это говорит? Это говорит о том, что родители не всегда относятся к своим детям как к отдельным людям и личностям, которые имеют право на свою ошибку, имеют право на свое мнение, на свою жизнь. Родители возмущаются, когда ребенок хочет сделать по-своему. Они не хотят это воспринимать, а нужно воспринимать, потому что это отдельный человек. Это не собственность родителя. Дорогие друзья, должны ли мы чувствовать вечное чувство вины перед родителями? И настолько ли мы обязаны им всем? Потому что вот это внушение чувства вины, манипуляция, да, легче править, когда внушаешь человеку это чувство вины, и потом из него сделай, что хочешь. Многие родители это манипулируют. Вот если бы не я, тебя бы не было на свете. Во многих передачах, когда выходят такие конченые алкашки, которые одного ребенка продали, второго пропили, третьего где-то оставили и так далее. И вот сидящие такие умные эксперты с такими тупыми глазами начинают рассуждать. Если бы не она, тебя бы не было на свете. Ты должна быть благодарна, какая бы она ни была она мать. Это твоя мать. Правильно ли это? Чтобы мы воспринимали, какой бы ни была это моя мать. Прощать ли им то, что они сделали с нами в нашей жизни? Прощать ли, нужно ли это? Я вам скажу одну вещь. Поступайте так, как вам комфортно. Если вы можете простить своего родителя, простите его. Для себя отпустите это. Этот груз, вам станет легче жить. Если не можете простить, не прощайте. Но вы не обязаны ему так сильно, как вам пытается навязать общество. Объясню почему. Если бы не она, тебя бы не было на свете. Кто сказал? Если бы не она, меня бы родила другая женщина. Может быть, из этого же рода, если мне суждено было в этом роду рождаться. Меня родила бы другая женщина. Дорогие друзья, наши родители всего лишь сосуд, через который мы воспроизводимся на этот свет, грубо говоря. Мы точно так же. Мы всего лишь тело, которое может воспроизвести ребенка, которому дано родиться. Если бы не я, другой бы родил моего сына. Но он бы был в этом мире. Ему суждено было жить, прийти в этот мир, родиться. Не я, так другая бы родила. Может, у него была бы другая внешность. А может, он бы родился от женщины моего же рода. От моей сестры, например. От моей тетки, например. Двоюродной сестры. Хоть кого. Если ему было суждено быть похожим на моего деда и нести вот эту генетику, продолжать, он бы родился в моем роду. От другой женщины. Обязан ли он мне всю жизнь? Нет. Это я захотела. Когда приходит женщина, начинает жаловаться на своих детей, вот их поведение такое, это вы захотели. Ребенок не должен отвечать за ваше удовольствие. Это вы получили удовольствие с мужчиной и родили его на свет. Он вас не просил. Не нужно упрекать ребенка. И нас упрекать никто не вправе. Я не просила этого. Вы делаете для своих родителей сколько можете. Вы обязаны, должны не оставлять их. Почему? Потому что так нужно, потому что это человек, это ваш родитель. Но обязаны ли вы жить так, как хочет ваш родитель, только потому, что она вас родила, и она вправе распоряжаться вашей жизнью? Нет. Не чувствуйте перед нею свою вину и великую, знаете, такую безысходность, что вот за то, что она дала мне жизнь, я теперь обязана жить, как она скажет. Ведь если бы она не родила, меня бы не было на свете. Вы не правы. Если бы не она родила, родила бы другая женщина вас. Вы бы были в этом мире, дорогие люди. Вы бы пришли через другую женщину, но вы бы родились в этот мир. И вот это вот чувство вины перед родителем, уважение должно быть, но не чувство вины. Вы не должны испытывать это чувство вины, и вы не должны чувствовать себя обязанными жить так, как хотят ваши родители. Внемлите их совету, если это мудрый совет, если он дает вам знания, если он дает вам помощь, почему бы нет. Принять совет любого взрослого человека – это очень хорошо, и не только своего родителя.
Но если вы видите, что ваши родители ошибаются, они могут ошибаться. Знаете, сколько было таких случаев, когда родители ошибались, потом признавали свою ошибку, что они зря мешали вашему союзу, что вы счастливые люди. Я знаю много примеров, когда теща просто люто ненавидела зятя, просто ненавидела и столько всего делала на его голову, даже писала заявления на него, ложные доносы, хотела, чтобы его посадили. Всеми силами пыталась оторвать от дочери. Но когда ее парализовало, все отвернулись, и вот этот зять с этой дочерью ухаживали за ней и помогали. И она в старости лет просто плакала, рыдала все время, каялась, извинялась, что она столько испортила им крови. А они оказались самые близкие люди для нее. Родители тоже могут ошибаться. Они такие же люди, как мы с вами. Мы же тоже ошибаемся. Почему считается, что родитель, не может не желать плохого своему ребенку? Особенно эта фраза. Мать только хорошее желает. Она не может желать плохого. Может. Мать может желать плохого. И такие примеры есть. Знаете, для чего? Чтобы у тебя ничего не получилось, чтобы ты на коленях ползала, вернулась ко мне и каялась, и чтобы я над тобой имела власть, чтобы я тебя упрекала, унижала и дальше правила тобой, потому что ты мой ребенок, я тебе никому не отдам. Сколько таких было случаев, когда матери говорили: это мой сын, я родила, а не ты. И он должен слушаться меня и делать все, что я хочу, я скажу, а не ты. Кто ты есть? Не ты же ему жизнь дала. Такие фразы знакомы вам? Мне кажется, что многим знакомы. Так если бы не она дала жизнь, эту жизнь дала бы другая женщина. Есть несколько примеров из истории, когда властные матери не давали житья своим детям. Один из этих примеров – Олимпиада, мать Александра Македонского. Она все время его пыталась любыми способами контролировать его. Писала ему письма, доносила на всех близких и родных. Говорила, что ты должен меня объявить царицей с тобой на равных правах. Ты должен сделать то. Я тебе дала жизнь, я родила тебя ради того, чтобы ты правил. Я сделаю все для того, чтобы ты правил сегодня, а ты вот так поступаешь со своей матерью. Вот эти письма с упреками настолько ему надоели, что он не хотел возвращаться в Грецию. Мне кажется, что его вот эти все завоевания были чисто из-за того, чтобы домой не вернуться. Он все дальше и дальше уходил из Македонии, чтобы не видеть эту властную женщину, которая всегда упрекала его в том, что я дала тебе жизнь, а ты это не ценишь. И однажды он написал ей: только из-за того, что ты приутила меня в уголке своего живота, ты требуешь от меня столько, сколько я тебе дать не могу. То есть до такой степени она его допекла, что он уже стал упрекать ее в том, что она родила его. Мы рождаем ребенка для себя, а потом начинаем говорить: я дала тебе жизнь, да я сделала вот это, я тебе вот это сделала, я тебе дала. Дорогие друзья, никто вас не просил. Вы хотели этого ребенка. Вы родили его. Вы обязаны, вы должны найти общий язык со своим ребенком. Точно так же ваши родители. Если вы совершали какие-то ошибки, и они вам просто вас укоряют и колят глаза, мол, вот, ты меня не послушала, я тебе то и это они так решили, это они захотели родить тебя, ты не просила. Ты не знала, что они хотят ребенка. Они тебя родили, они тебя воспитали. Верни этот долг им. Верни. Точно так же помоги, потому что оставлять своих родителей – это срамота. Когда показывают, как старые женщины просто без еды, без ничего – это срамота. И самое главное, что остаются в таком положении самые верные, преданные родители. Вот в чем парадокс, вот что обидно-то. Те родители, которые унижали, принижали своего ребенка, к концу жизни этот ребенок все-таки берет ответственность, говоря: ну как бы там ни было, это моя мать, не могу бросить. Да, она всю жизнь шалавилась, пила себе, развлекалась, но это моя мать. А женщины, которые были хорошими родителями, действительно хорошие матери, они оставляются на произвол судьбы. И знаете, в чем их ошибка? Они до последнего зубами держатся за свою квартиру, за свой дом,
Да отдай ты эту квартиру чужому человеку, пусть ухаживает и помогает тебе. Отдай. Нет, квартира будет моим детям достанется. А детям вообще чихать на нее. Как только она умрет, этих детей будет немерено. У нас была одна старушка, мы ее кормили. Мы думали, она абсолютно одинокая, никого нету. Носили еду, мама носила, я иногда варила, носила. Ну, жалко человека. Знаете, когда я поняла, что у нее родственников немерено, когда она умерла, столько родственников появилось, вы даже не представляете. Все побежали хапнуть этот дом. Хапнули, продали, и теперь рядом совсем другие люди живут. Вот что обидно, что люди, которые действительно были хорошие родители, о них не заботится никто. А люди, которые принижали своего ребенка, пытались принизить, унизить, как можно больше причинить боли этому ребенку, вот этот ребенок не оставляет трудное время своих родителей. Хочу вам сказать, мы обязаны рождением своим родителям? Нет. Они сами решили нас родить. Мы обязаны им воспитанием, мы обязаны им за заботу, за материальные затраты, за тепло, за любовь. Но за рождение мы своим родителям не обязаны. Потому что выбор был за ними, решение было их. И если бы не они, мы бы пришли на этот свет через другую женщину, другого мужчину, через другой союз, в другом браке. Может быть, в том же роду из других людей родились бы мы. Мы не обязаны своим родителям рождением. Мы обязаны им только заботой, любовью, содержанием, воспитанием. Рождением нет. Потому что рождение наше могло бы случиться совершенно от других людей. Если нам было суждено прийти в этот мир, мы бы пришли. Не чувствуйте себя обязанными и должными им до конца своих дней. Будьте к ним милосердны, любите их и будьте благодарны за заботу, но не за рождение. Пусть вас не шантажирует этим фактом, что если бы не я, тебя бы не было на свете. Вот когда вы это поймете, вам станет легче жить. Вы перестанете оглядываться на прошлое, вы перестанете себя чувствовать виноватыми, на вас перестанут действовать эти шантажирующие лозунги. Всем удачи!